Здравствуй, случайный зритель. Ты находишься на канале УГЭМ, а это значит, что пришло время очередного обзора на новеллу. В своем обзоре на Idealways New я упомянул, что к студии я отношусь несколько предвзято, в плохом смысле, из-за их неимоверно скучной новеллы Go Nippon, My First Trip to Japan. Сегодня я расскажу, что именно мне в ней не понравилось. Итак, начнем же обзор. Если игрок вдруг решит начать игру, то ему предложат ввести имя персонажа и курс иены к валюте стороны игрока. Довольно удобно, ведь теперь встроенный конвертер автоматически удовлетворит твое раздутое любопытство. Все, кого определили в Б-класс, аплодируют. Также весь текст в игре продублирован на выбранном японском языке, чтобы еще больше порадовать виблетов. Собственно, игра начинается с того, что ГГ прибывает в аэропорт Токио, и там встречает Макото и Акиру, которые вдруг оказались звездочканщинами, а не парнями, как ему казалось, должны были. Кстати о них, Макото – это довольно фигуристая девушка, которая прекрасно знает английский, не умеет готовить и потешается над своей сестрой. Про Акиру рассказать еще меньше, кроме умения готовить, легкого томбойства и почти невыраженного характера, цундери у нее нет никаких сильных личностных качеств. Но к этому мы еще вернемся. Макото поясняет главному Иблану, что в Японии имена не делятся на женские и мужские, после чего заводит длинную лекцию о том, как у них функционируют поезда. И спешу вас огорчить, такая лекция будет не одна. Вообще они и являются основной темой игры, пояснить молодым анимудилам, как заебато жить в Японии и взрастить новых избирателей Байдена. После этого трое таки направляются домой к Макото и самой непрописанной девочке за всю историю визуальных новелл. Выясняется, что их родители еще и в отъезде на все время пребывания ГГ в Японии. До конца дня ничего особенного не происходит, но на следующий день ГГ решает сходить в туалет и встречается с самой обсосанной в массовой культуре японской темой – японскими унитазами. Здесь очень хорошо видно, что главный герой из тех небритых челов с открытыми ртами из комиксов ожик. Он удивляется всему, и переводчик наверняка заебался расставлять бесконечные восклицательные знаки. БТВ это единственное, над чем он запарился, как минимум в версии 2015 года, которую я читал. Дальше мы выбираем место, в которое хотим пойти с девушками, всего будет 3 свидания, после чего отправляемся в поездку все вместе. Причем в самое клишированное место, в Киото. Вся игра, как я уже говорил, заточена на предоставление информации о Японии. Знаете, на последних уроках четверти по английскому нам часто просто дают посмотреть видео о разных странах. Так вот, Go Nippon – это те же самые видео, но с аниме-девочками. Сюжетные составляющие здесь крайне слабые, и что-то, хоть немного интересное, происходит только в руте Макото. Я начинаю жалеть, что добавил эту рубрику в основные. Музыка здесь очень ненапряжная. В том смысле, что композитор не особо напрягался над ее созданием. Она очень скучная. Если я назову музыку любой другой новеллы самой скучной, напомните мне про вот эти мои слова. Все эти сцены можно посчитать по пальцам чела, которому отхуярило обе руки на Донбассе. А именно их две: Макото в ванной и переодевающаяся Акира. Никакого Шрекса не будет, Овердрайв принял синтоизм. И наконец, самое страшное, обе эти сцены именно что эти, они абсолютно цензурные, и сделать их хентайными не получится. Вывод: новелла полная параша. Разработчик мог бы для государства сделать небольшие подсказки на экранах в аэропортах Японии, и игра бы не потеряла бы примерно ничего.
Играйте в нее только в случае, если решите съехать в Японию и хотите небольшой гайд. В остальных отношениях новелла скучная и культурной ценности у нее как у дурака, мозгов